Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам, которые ни в коем случае нельзя дарить. Когда вы дарите именно эти вещи, вы, к сожалению, человеку приносите не радость, не удовольствие, а именно неудачи. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы найдете для себя много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, существуют некоторые подарки, сюрпризы, которые, согласно народным приметам, нельзя дарить. Почему именно это так? Дело в том, что именно эти вещи, они несут негативную энергетику, которая именно активизируется при дарении. Итак, самые распространенные подарки, которые принесут неудачу даренному, далее в этом видео. Итак, что же нельзя дарить? Итак, ножи, ножницы и все колющие предметы. Знаете, что подарки с острием обрекают нас на неудачи и обретают на эти неудачи проблемы всевозможные, и также обитатели того дома, кому дарятся такие вещи. Вы должны понимать, что на острых предметах сосредотачивается большое количество отрицательной энергии. Поэтому такие вещи стоит покупать человеку только самому себе. При этом вы можете понять, какие вам вещи нужны, например, какие-то колющие и режущие предметы. Кроме того, есть всевозможные сейчас бренды, которые стоят, опять же, не дешево, а может лучше вам самим подсобрать денежку и купить именно ту вещь, которая вам будет сама приносить радость. Но если произошла такая ситуация и вам подарили все-таки такую вещь, проведите следующую практику. Рассчитайтесь именно деньгами, то есть какую-то условную символическую плату отдайте за эту вещь и скажите: заплачено. И этого будет достаточно для того, чтобы оградить себя от вот этой вот негативной, отрицательной энергетики. Далее, никогда не дарите часы. Почему нельзя дарить часы? Есть достаточно множество версий происхождения этой народной приметы. В Китае, например, верят, что подарок именно в виде часов отсчитывает время до кончины человека. И также, если вы подарите часы близкому человеку, это сулит скорую ссору или даже расставание. Кроме того, не всегда часы вообще можно дарить. Дело в том, что часы все-таки имеют свойство считать время, вне зависимости, ваше время или чужое. И когда вы дарите часы, или коллектив дарит часы, вы должны понимать, что таким образом вы совокупно собираете свое время и передаете другому человеку. Поэтому подумайте в первую очередь о магических и эзотерических свойствах часов. Особенно это касается наручных часов и часов, которые именно вешаются на стенку. Будьте очень внимательны. Также книги. Ну вот именно книги не стоит дарить супружеской паре, потому что считается, что подаренная книга может спровоцировать даже измену. Кроме того, сейчас не принято все-таки дарить книги, а если дарят книги, то, как правило, знаете, какой-то антиквариат, какую-то старинную, например, Библию или старинные какие-то записи. Но это больше, наверное, исключение, чем правило. Но в любом случае не стремитесь никогда дарить книги. Далее посуда. Вы знаете, посуду нельзя дарить пустой, потому что именно это может привлечь безденежье в вашу жизнь. Но вот если в нее что-то положить, например, в набор положите монетку, положите денежку, то вот такой вот подарок, наоборот, окажется счастливым. Поэтому никогда не стремитесь вообще дарить посуду. Кроме того, сейчас такое современное время, что иногда лучше подарить деньги, чем посуду, потому что, ну, посуда, она имеет такое свойство, что не каждому по вкусу подходит, не каждому она интересна. Есть такие люди, что годами пьют из одной чашки, и им набор посуды, ну, как-то, ну, вот вообще, ну, ни к селу, ни к городу. Поэтому, пожалуйста, думайте о том, перед тем, как дарить особенно вот посуду, нужно или нет. Далее кошелек.
Очень часто мы любим дарить красивый кошелек и принимать кошелек в подарок. Но вы таким самым образом можете потерять свою денежную удачу. Поэтому, если вы решили, особенно любят дарить почему-то кошельки в женском коллективе женщины начальнику, руководителю, не стремитесь все-таки это делать. Дайте лучше, соберите денежку в конверте, пожелайте здоровья, благополучия вашему руководителю, и пусть сам руководитель пойдет и купит тот кошелек, который действительно ему будет по душе, ему будет приятно и так далее. Если же все-таки половина коллектива настаивает, а бывает так, особенно в женском коллективе, что нужно вот подарить именно этот кошелек и никак не деньгами, тогда в таком случае положите денежку. То есть никогда не дарите пустой кошелек, потому что, к сожалению, пустой кошелек, в него изначально закладывается программа «кошелек без денег», «кошелек пустой». Соответственно, вы дарите такой кошелек, и эта программа переходит к новому хозяину или к новой хозяйке. А нам нужно, чтобы кошелек, наоборот, привлекал деньги. Подумайте над этим. Далее, ни в коем случае не дарите платок, потому что с этим подарком человек получает всевозможные заботы, проблемы и горести. И знаете, платок как бы сам за себя, наверное, намекает о том, что поплачь меня. Поплачь, расстройся, пусть у тебя будут плохие мысли какие-то, поэтому не нужно. Также обращаем ваше внимание, что не стоит дарить и шарфы, потому что они также приносят и горечь, и неудачу. Далее жемчуг. Вы знаете, многие женщины любят получать жемчуг в подарок, особенно, например, золотое кольцо с жемчугом, но вы должны понимать, что жемчуг, как правило, символизирует слезы безутешных вдов и сирот. И, к сожалению, жемчуг, такой именно подарок, он привлекает болезни, слезы и потери. Если вы очень любите жемчуг, то купите его сами. Кроме того, вы должны разбираться в жемчуге как минимум и покупайте его сами. Помните, что жемчуг всегда нужно еще и чистить от негативной энергетики. Далее, что не нужно дарить, это медицинские приборы, предметы, которые связаны с болезнями и с вашим здоровьем. Потому что такие вещи напоминают человеку именно о его болячках, о каких-то его заболеваниях, что и наоборот провоцирует ухудшение самочувствия. Ну и последнее, что не нужно дарить, это зеркало. Мы неоднократно говорили о том, что зеркало является мистическим предметом, поэтому не стоит принимать его и не стоит его дарить. Особенно чужое зеркало в доме может стать причиной возникновения даже каких-то странных явлений. Поэтому, уважаемые наши слушатели и подписчики канала Код Изобилия, поэтому, когда вы выбираете подарок, помните, что он должен быть от чистого сердца. Только тогда вы действительно будете ему рады.